Народ, всем привет! Давно у нас не было видео о каких-то обманах, разводах и попадании людей в какие-то неприятные ситуации в связи с покупкой автомобиля. И вот сегодня мы неожиданно получили такое, а именно, то есть мы приехали в Воронеж открывать филиал, как вы знаете, и мне писал один парень, Дима, он говорит: слушай, у меня приора в комплектации норма, я хочу себе кондиционер с комплектацией люкс. Так вот, я нашел на разборке оригинальный блок кондиционера, все полностью в сборе, компрессор и так далее. Нашел человека, который мне его установит. Человек все установил, но он не работает, как бы, да. И человек этот пытался несколько раз его отремонтировать, не получилось, и вообще забил на эту тему и слился просто. И парень остался вроде бы с установленным кондиционером, который не работает. Ну и он как бы говорит: почему бы тебе не приехать и не помочь мне? Я говорю: а почему бы и нет? И реально мы поехали помогать ему восстанавливать кондиционер. Однако во время ковыряния с его приорой мы нашли один очень интересный момент. А именно, человек покупал автомобиль у дедушки из-под одного владельца, и вроде бы ничего не предвещало беды. Но как только мы в ней начали ковыряться, нашли одну очень немаловажную и интересную деталь. Вот об этом и будет видео. Поехали! А почему у тебя сигналки она не открывается? Ставили сигнализацию, она теперь у меня либо открывает вот этот один, либо не открывает вообще ничего. Это воронежские мастера? Мастеровитые? Тут была норма комплектации изначально, кондюка не было. Мы нашли с разборки, значит, все вот эти вот приблуды. То есть у тебя кондей оригинальный? Да, это штатная. В этом был как бы смысл изначально не колхозить эти фросты, там печку, получается, мы поменяли, радиаторы, вентиляторы, там под ним, получается, компрессор стоит. Он заправлен сейчас? Да, все заправлено, получается, нигде ничего не сифонит, вроде как все нормально. Вот. Если генератор, точнее компрессор, напрямую кинуть к аккуму, он будет, все нормально работает. А с салона, короче, горит индикатор, какая-то ошибка, и все. И горит индикатор, какая-то ошибка? Секунду, у этого кондея что, еще как-то ошибки себя проявляют? Нанотехнологии? Это ты сам делал, дизайнерские решения? Ну да, это типа аквапринт должен был быть. Это аквапринт? Да, но это первый опыт и последний, единственный. Вот получается, если включить печку. А блок климата ты тоже менял, получается? Да, блок климата менялся. Это вот эта ошибка моргает? Вот, какая-то ошибка моргает. По идее, вот так включаться должен кондиционер. Но не включается. Ничего не происходит. Погоди секунду, а кто тебе все это делал вообще? Сделал один знакомый знакомого, который занимается вроде как у официалов, ну не вроде как, он у официалов работает. Автовазе? Да, Ага. установкой доп. Оборудования он занимается. То есть он, они кондеи ставят? Ну, в том числе кондей ставят. Все железки запихнули, все нормально. Ну, думали, что там может быть датчик какой-то, не было изначально датчика температуры снаружи. То есть доказали датчик, поставили, ничего не поменялось. Просто пропала ошибка. А что случилось с твоим мастером, фломастером? Мастер, собственно, никуда не пропал физически. Он так и работает в том же салоне, все. Но у него, он мне, ну, как бы читает ошибки. Вот у тебя там вот этот датчик, я его заказал. Вот там еще чего-то, вот этой трубки у нас не было. Датчик температуры салона, он у тебя неисправный. Ну хорошо, заказали, поменяли. И вот у него вот эти постоянно чтение ошибок, я их сам могу прочитать. Вот, а, собственно, как физически, я говорю, ну приедь, давай почитаем, конкретно займемся один день, посмотрим, разберемся. Ну у него там времени нет, ремонт, туда-сюда. Что не продал машину сразу? Продал бы, сказал, надо за кондей только заправить и все. Давай вообще изначально попробуем просто прочитать ее лаунчем. Давай посмотрим все данные, которые он может рассказать вообще. Цепь ММР замкнута на массу. Теперь надо понять, что такое ММР. Какой у тебя здесь бошевский блок, не знаешь? Bosch M797, Евро 4. О, Евро 4 подключился, смотри-ка. Система улавливания паров топлива, неверный расход через клапан продувки адсорбера. Неверный расход. У тебя либо трубка может быть перебита, либо сам клапан тупит. А ВИН-код считает? О, ВИН-код, смотри, какой ВИН-код здесь. Совпадает, нет? Миш, давай проверим. По-моему, совпадает. Чего тут только нет. Число успешных запусков двигателя. Больше 3, нет, как думаешь? Больше 3 миллионов. 0! 0! Ни разу он число успешно не запустился. Да, число успешных запусков двигателя 0. Она сама говорит, я, говорит, ни разу нормально не завелась, говорит. Клапан обрыв, нейтрализатор. Эффективность нейтрализатора ниже порога. Чек горит? Или иногда загорается и гаснет? Вообще ничего не происходит? А лампочка вообще там есть, нет? Чека. Есть как раз вот 2 АБС, сверху восклицательный знак, еще один восклицательный знак внизу. Восклицательный знак, ладно. Лампочка, чека, вот это вот, моторчика. Это и должно быть. Такой, по-моему, нет чека. Давай посмотрим, есть ли у тебя чек. Ведь у тебя есть ошибки, которые так или иначе должны зажигать чек.
да, у меня есть чек. Миш, какой лампочки не хватает? Чека нет. Где чек? Где он? На давлении масла, где чек? Его вообще нет. Его вообще нет. То есть смысл в чем? Я же тебя спросил, горит ли у тебя чек? Нет. Потому что у него ошибка низкая эффективность катализатора висит. А он говорит, чек не горит. Почему не горит? Да потому что его, давно затушили, похоже. Ты у кого машину брал? У человека Серьезно? А сколько владельцев у нее? один был до меня. Класс вообще. Давай разберем, посмотрим, а? Так, где отвертки, короче? Давайте разбирать эту тачку, я прямо... Я ждал просто. АвтоВАЗ. О, смотри, это подушка безопасности, которая защищает твои ноги. Охренеть просто. Здесь сверху закручен с левой стороны, с правой не закручен. А щиток сам справа прикручен, слева нет. Я предлагаю всем, кто скручивает пробеги, оставляйте послание. Все, хватит. Не будем издеваться над приорой. А, ну вот. И не только, еще что-то. Вот тебе и дедушка, смотри, что. Дедушка красавчик. Вот тебе и дедушка, смотри, что. Что-нибудь написано. Скидки, звонки. А, сим-карта. Приехали приори кондей запускать. Я не знаю, как на этих щитках сматывается пробег, но реально на многих щитках, особенно ВДО, почему я тебе говорю ВДО, потому что на старых ВДОшках надо было подключаться к нему прям. У тебя вот здесь были 3 контакта, и ты к ним прям подпаивался, чтобы можно было подключиться. И не спрашивайте, откуда я это знаю. А откуда на этих щитках сматывать, я даже не знаю. Может быть, действительно подпаивались вот сюда к этим контактам, да, каким-то образом. Мы вытащили все эти бумажные листочки послания. Вот, и теперь лампочки, скорее всего, будут гореть. И обратно собираем щиток, потому что нам, в принципе, здесь было больше делать нечего. Нам надо было только понять, почему не горит чек. Вот так вот гасят чеки в Воронеже. То есть нормальные люди ищут неисправности и устраняют, а в Воронеже просто затыкают их какой-то ерундой. Давай бензин тебе всегда полный бак сделаем. Зато будешь звонить, так и стрелка, она такая на другую наезжать будет. Может, ты случайно не механик 5-го разряда? Таких у нас любят. Ты узнаешь о себе много нового. Леша пытается затереть отпечатки пальцев. Ну, чтобы мало ли что, не опознали его потом. Как вы здесь говорите слово «горох»? Горох. Горох? Горох. А еще вот говор как? Подловил. Говор. Скажи что-нибудь вот с буквой «Г». Я так- Огород. Огород. Не, я буду говорить правильно, тем более пока, когда ты это сказал. Ну вот, Иногда блин. это будет проскакивать. А как же огород? Извините, а вы москвич? А что, не видно? Есть же этот анекдот? Кстати, интересно, да, вот если написать, например, Иван, я за тобой наблюдаю. Какая вероятность, что Иван разберет этот щиток приборов когда-нибудь через несколько лет? Передай Ивану, что я сплю с его женой. И все. И пусть потом... Сколько семей разойдет. Сколько семей из-за этой приоры потом, да. Приора раздора. Да, но, кстати, никто не полез скручивать пробег, Паша. Мы не скручиваем пробеги. Закручу я так же, как все и было. Так, ну давай пока не собирая ее. О, чек замечательно загорелся сразу. Вот чек горит, и мобилайзер горит. Теперь ты будешь лицезреть эту лампочку постоянно и чек. А чек, потому что катализатор надо менять. Вот это катализатор, ты знаешь, да? То есть нейтрализатор выхлопных газов. Вот в него лямбда закручен сверху. Меняется он у тебя вместе с выпускным коллектором. Стоит астрономических денег. Поэтому ты знаешь, что делать в случае, если тебя начнет она напрягать. Но как нормальный человек, я тебе рекомендую, просто снимаешь выпускной коллектор полностью, он у тебя до штанов там снизу. Чик, выбрасываешь, ставишь новый, и все. И ошибки больше нет. Спасибо, Opel. Opel научил меня кое-чему. Прежде чем куда-то лезть и что-то смотреть, попробуй сначала программно поискать какие-то косяки. Я сейчас залез в BCM. BCM — это Body Control модуль. По-русски это блок управления кузовом, body. Залез туда, и оказалось, что можно настроить конфигурацию этого блока. И у тебя настроена норма. Он пишет, комплектация норма или люкс. И есть шанс сейчас попробовать настроить ее как люкс. Может быть, это чем-то поможет. О, сразу все подключилось, все ништяк. Конфигурация люкс или норма. У тебя, видишь, стоит норма. Ну, она изначально норма пойдет. А попробуем сейчас конфигурация люкс.
Все равно норма, видишь? Не хочешь конфигурироваться. Люкс. Ну, пожалуйста. На норме сидит. Вот нажимаешь конфигурацию, нажимаешь люкс. Звучит, конечно, неплохо, но на самом деле это не так. Запущена программа включения кондиционера, но условия могут быть не соблюдены. А условия мы не можем посмотреть, потому что, вот смотри, не показывает мне. Кстати, и вентилятор охлаждения тоже не включается ведь. Так он включается, когда кондиционер включен. А Подожди. как он узнает, что надо включаться? Он, по-моему, работает всегда, когда включен кондиционер. Почему не работает сейчас? А потому что не включен кондиционер. Секунду. То есть он должен знать, что компрессор включился, и в обратную сторону как-то получить сигнал, то, что компрессор включился, включится вентилятор? Ну, по идее, так. Нифига! Включение вентилятора кондиционера – это следствие после включения кондиционера. По-любому сюда должно приходить 5 вольт. Ну, так делать тоже нельзя, вот как я сейчас делаю. По сути, здесь мерить контролькой напряжение – это самое последнее дело. Но я попробую. О, 5 вольт есть. Даже дважды. Ну вот, раз у нас дважды 5 вольт, вот по накалу видно, что это не 12 вольт. Один из них температура хладагента, второй давление хладагента. Может быть, один высокая температура, другой низкая температура. И если сейчас померить на датчике, я уверен, что окажется, что мы увидим и там какие-то цифры. Сейчас я подаю массу через лампочку, через сопротивление, как будто датчик. Все правильно, да, вот это ништяк. То есть вот это у нас управление вентилятором, контур, наверное. Приходится угадывать, серьезно. Вот это вот подает, например, сигнал на блок. На какой блок, мы даже не знаем. Во, супер. Видишь, суть двигателя все-таки, да? Трехуровневый реле датчик давления. О, значит, 3 уровней. Один провод замкнут на массу 4. Значит, тут одна масса приходит. 5 вольт тут вообще вполне возможно, что нет тогда. Вот масса, 4 пин. На автовазе черный – это масса. Один пошел на двигатель. На 75-й контакт блок управления двигателем. Мы можем пробить даже его здесь. Второй пошел на 16-й пин климатической установки. Третий пошел на двигатель. 68-й пин приходит на катушку. И мы же подаем на блок двигателя в этот момент сигнал, что кондей включен. Поэтому идет нагрузка. Ты же слышал, когда вентилятор включен, он же так мотор. То есть, грубо говоря, двигатель понимает, что включен он, хотя без его ведома. Компрессор кондиционера через какую-то релюшку управляется с 69-го канала блока двигателя. Именно блок двигателя включает кондиционер, как на Opel. Стопудняк налет General Motors здесь. С января 5.1 АвтоВАЗ перешел на управление, на включение вентилятором блоком управления двигателя. То есть у тебя стоит датчик температуры вот здесь на термостате, он подает в блок двигателя температуру, и блок управления включает вентилятор. То есть если у нас не включается вентилятор, то, возможно, причина в реле, в предохранителе, или в самом вентиляторе, или в контакте. Здесь нет, как на старой 8-ке, отдельного такого механического в радиаторе датчика. Давай. Она сейчас должна плохо завестись, потому что у нее нет датчика температуры. Вот сейчас вентилятор должен работать 100%, потому что она должна его включить. Когда ты снимаешь разъем, значит, температуры она 100% его включает. Все, глуши пока. Так как вентилятор не отслеживается, мы можем просто его отключить и тупо замерить, дается ли у нас напруга сюда или нет. Да что тут думать, а вон контакты оплавленные, елки-моталки на разъеме, смотри сюда. Вообще жесть. Здесь, по-моему, резьба еще, да? Да, реально, смотри, видишь, резьба. И это 100 лет, блин, этой фишки. Это тоже ЖМ, привет. Мы, конечно, занимаемся не кондеем, но эти вопросы все равно надо решать. Ну вот, смотри, как вот в таком состоянии он себя может работать. Посмотри на нее. То есть, ладно, это контакт, понятно, а вот этот хреновый. А заведи ее. Тяжело будет заводиться. Ой, как тяжело. Видишь, пошел минус. Все, глуши. Вот она сейчас вентилятор включила. В принципе, она думает так. Давай сигнал. Да, давай попробуем, включится он или нет. Еще. Пробуй, заводи. Очень тяжело будет заводиться. Блин, на марке так не заводится без датчика без инфракрайнера. О! Можно руки погреть. Все, глуши ее. Я просто погреться хотел. Так, это что, вот это что такое, скажи мне? Это вы туманки так подключали? что ли? Да, это туман. Что это за жесть вообще вот это вот? Это советское реле, кстати. Да, оно единственное заработало. Блин, это же АвтоВАЗ. Это же классные тачки когда-то. И владелец был дедушка. Владелец дедушка, мы уже убедились в этом. Видишь, розово-черный? Если мы посмотрим, то мы увидим, что розово-черный подходит еще к вот этому, к вот этому.
и к вот этому реле. Значит, это что? Значит, скорее всего, это постоянный плюс. Потому что этот провод подходит на несколько реле. Значит, он не может быть управляющим, правильно? Ну, он подает на все релюхи просто. Один плюс, правильно. И теперь с другой стороны приходит минус, она включается. Значит, у нас не хватает минуса, который цветом у нас зеленый и белый. И значит, зеленый и белый провод, именно тот провод, который мы будем смотреть до блока двигателя. А блок двигателя у тебя в салоне. Вот видите, покупка автомобиля у дедушки и вроде бы с ровной чистой историей не гарантирует вам, что вы сможете приобрести нормальный, честный автомобиль. Хотя я на самом деле не хотел бы его винить. Вполне возможно, что он даже не знал, что у него такая ситуация. Может быть, он обратился в автосервис, сказал, у меня загорелся чек, сказал, отремонтируйте мне, пожалуйста, автомобиль. И ему его отремонтировали таким вот образом. Может быть, было так, может быть, было по-другому, но факт остается фактом. Дима узнал что-то новое о своем автомобиле, причем что-то новое и неприятное. Поэтому обращайте внимание на все лампочки, когда покупаете тачку, и будет вам счастье. Как-то так. Всем пока.